Всем привет, с вами Настя Климова, и обалдеть, это видео с веб-камеры. Хорошие новости, если кто не знал, я съехала из общаги, так что теперь я могу записывать видео с моим лицом вживую, а не с просто нарисованной Ярой. Вот очень приятно видеть вас с глазу на глаз, так сказать. В общем, я рада вас всех сегодня видеть. Это видео является своего рода экспериментом, который в теории может превратиться в рубрику. Посмотрим, как оно пойдет. Это редизайн персонажей. Суть в том, что я попросила вас в моем телеграм-канале скинуть ваших персонажей. Вы их там накидали 1 000 000 штук. Я выбрала 4. Вообще, так как я учусь на режиссера анимации, опыт редизайна персонажей, он как бы для меня является частью практики, если можно так выразиться. Так что это не только интересно для вас, но и полезно для меня. В этом видео я буду показывать процессы этих редизайнов и объяснять, почему я внесла те или иные изменения в персонажей. В общем, надеюсь, вам не будет скучно. Приятного просмотра. Перейдем к материалу. Первым персонажем в сегодняшней череде редизайнов становится, как ни странно, кошка по имени Звездная Поганка. По звездному имени уже можно понять, что это у нас персонаж по котам-воителям, и она предводительница своего племени. Меня привлек этот персонаж в первую очередь тем, что ее внешность основана на птице большой поганки, или чомге. А я очень люблю птиц, так что у меня глаз за нее сразу зацепился, так сказать. По описанию от хозяйки персонажа она является чуткой, рассудительной кошкой, не поддающейся эмоциям и способной трезво рассуждать даже в критической ситуации. В разработке головы я опиралась на внешность птицы, сделав ее более обтекаемой, гладкой, а зрачки оставив круглыми. Я вывела несущую форму для головы, треугольник, и опиралась на нее при прорисовке шерсти на щеках. Уши как бы стали продолжением этой шерсти, образуя с ней общую плоскость, чтобы больше подражать гриве чомги. Чтобы уравновесить угловатую геометрическую форму головы, я добавляю подобную угловатость на грудке, изгибах конечностей и на хвосте. Я решила пойти конкретно с этим персонажем по пути своих редизайнов для моих собственных персонажей. То есть, если бы мне пришлось ее адаптировать под рисованную покадровую анимацию. Что означает практически полное избавление от мелких деталей. То есть, черточки и мелкие пятнышки пошли в топку сразу же. У меня уже был опыт с излишне пятнисто-полосатым дизайном. Это старый дизайн пиона. Когда в контенте на моем канале стало больше покадровой анимации, я поняла, что отрисовывать этого товарища огромная боль. Так что его последний редизайн, который я устроила ему прошлым летом, избавил его от практически всех мелких деталей, оставив лишь основную суть. То же самое я пробую сделать здесь. В итоге мы получаем вот такую аккуратную, стройную кошку с птичьими чертами и с дизайном, пригодным к анимации. Конечно же, не все дизайны должны быть настолько упрощенными, но я именно для того взяла пестрого персонажа, чтобы посмотреть, насколько его можно упростить, сохранив суть. На самом деле, дед не такой уж и дед, ведь на референсе указано 38 лет. Я сначала подумала подзабить на это и сделать его внешне более старым. Потому что из характеристики мы видим, что он алкоголик, страдает от хронической бессонницы, заражен чумой, от чего покрыт кровоподтеками. А глядя на референс, правда, ни птичкой, ни алкоголиком его не назовешь. Тут он скорее напоминает депрессивного такого эджи-подростка. И для больного насквозь алкоголика он слишком уж опрятно одет. Я поспешила исправить это, одарив его большим заостренным носом, морщинистым лицом, с синяками под глазами такого размера, будто ему поставили 2 фингала, и полностью растрепанный, накинутый кое-как одежкой. Мне кажется, это больше передает его как физическое, так и ментальное состояние. То есть и то, и другое убито в хлам. На выходе получаем вот такого супер уставшего от жизни товарища, которому явно нужна помощь, но он не считает, что в ней нуждается и просто ждет своего конца. Очень редко дизайню настолько мрачных персонажей, но с ним было весьма интересно работать. Очень интересное маленькое существо, имеющее 3 состояния, и для редизайна я решила использовать заряженное, так как оно самое интересное и насыщенное. Лор у этого зверька, кстати, не менее необычный, чем его внешность. Раз в несколько лет эти зверьки просыпаются от долгого сна на горе и высвобождают энергию, накопившуюся за долгие годы. Они носятся повсюду, играют друг с другом, и в это время идет сильная гроза, да и в принципе от этих ребят можно схлопотать удар током. После того, как они высвободят энергию, они возвращаются туда, откуда пришли, и снова впадают в спячку. После этого события очень долго не идут грозы. Я решила придать больше прыти маленькому электрическому зверьку и одарить его чертами тушканчика. Тонкие длинные ножки позволяют передать задорный игривый нрав.
Изначально я хотела сделать ему полноценную мордочку с ртом, но это больше походило на летучую мышь, да и хозяин персонажа уточнил, что рта у этих существ нет, так как они не питаются. Так что единственным моим дополнением тут стал небольшой носик. Я придала его гриве и хвосту более целостную, как бы звездчатую структуру, а с палитрой я решила уйти от использования 3 оттенков одного цвета и вместо этого при выборе каждого цвета от самого темного к самому яркому сдвигать полоску тона от синего к зеленому. Это позволило дать ему более насыщенную, можно сказать, электрическую палитру. В итоге электрозушканчик готов скакать и вызывать новые грозы, а мы тем временем движемся дальше. Я очень долго думала, что это кошка с заячьими ушами. То, что это кажется все-таки заяц, до меня дошло очень поздно, уже в процессе. Наверное, меня сбило с толку это впалая типичная кошачья переносица. Но я все равно избавилась от нее, стремясь привести форму мордочки ближе к лицу сипухи, у которой на переносице как раз выступающая полукруглая бороздка из перьев. Я решила все же сделать ей менее антропоморфные и более животные, так сказать, пропорции. Немного поиграла с перьями. Особенно хочу отметить, что я попыталась соблюсти форму крыльев реальной сипухи. Они у нее округлые, а не заостренные. Она бесшумный ночной хищник. Для нее важна не столько скорость полета, сколько его максимальная плавность и беззвучность. По той же причине я решила добавить хвостовое оперение, которое в свою очередь действует как некий плащ, спускаясь с ее спины, и это позволяет сделать дизайн с крыльями более гармоничным, при этом сохраняя черты антропоморфизма. Еще я оформила перья на руках в форме своеобразных широких рукавов и перья на грудке в виде накидки. От челки я избавилась без сожалений, и она оказалась мне немного лишней тут изначально. Ну, а рога оставила, почему бы и нет. Для цветовой палитры я изначально хотела добавить и сине-серые акценты, присутствующие в оперении у сипух, но потом все-таки решила, что это будет перегруз, оставила ее все в желтовато-кремовых тонах. Вот такая рогатая зайца-совушка у нас получилась в итоге. Что ж, надеюсь, вам понравилось это видео, надеюсь, вам было интересно, вы не заскучали. Пишите комментарии, ставьте лайки, присоединяйтесь к моему телеграмму, чтобы не пропустить подобный ивент, если он будет повторяться. А если это видео зайдет большому количеству людей, то он, конечно же, повторится. Вот, так что спасибо вам большое, и всем хорошего вечера!